Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Вы знаете, ребят, сегодня задумался я о том, что, оказывается, мы теряем слишком много функций, привычных для нас в наших смартфонах, которые еще совсем недавно были, кажется, обыденными, были нам необходимыми, а теперь в новых моделях телефонов мы их видим все время меньше или совсем не видим. И я так посчитал, их оказывается очень много. И сегодня хотел бы я поделиться с вами, так скажем, топ-7, топ-8 функций, которые когда-то были нам полезны, но потихонечку уходят в небытие. Погнали, ребят. Функция номер 1. Съемный аккумулятор. Да, куда без этого. Конечно же, ребят, как вы сами понимаете, съемный аккумулятор уже редкость в современных телефонах, особенно популярных компаний, да. Я помню сам еще раньше, когда был Galaxy, у меня S4 mini, заказывал на Алике съемный аккумулятор для него, и телефон жил еще дольше. Но теперь это невыгодно, вы сами понимаете. Тут две причины, на самом деле. Во-первых, это более частая смена аппарата, то есть вас заставляют купить телефон, а не аккумулятор. Ну и второе, то, что вытащив аккумулятор, за вами невозможно следить. А не вытащив аккумулятор, за вами будут следить всегда. Вот она первая функция. Вторая, ребят, функция, которая, мне кажется, у нас скоро с вами уйдет, это наши разъемы и кнопки. Например, кнопки громкости уже на таких телефонах, на новых, как Vivo Next 3 5G, Huawei Mate 3030 Pro, Apple уже начинают, они, ребят, выпускать телефоны без боковых кнопок громкости. Я думаю, что в связи с нашей, то, что мы любим всю красоту и так делаем, эти кнопки скоро уйдут и на других моделях телефонов. Тот же разъем 3,5, да, который для наших стандартных наушников. Ребят, конечно, хорошо, он всегда есть, но ведь люди придумывают умные часы, Bluetooth наушники люди придумают, а зачем они нужны, если можно такое воткнуть. Соответственно, опять невыгодно. Выгодно убрать этот разъем и развивать индустрию Bluetooth наушников. И я думаю, опять же, в скором времени, на телевизорах, в всяком случае, уже полностью ушли они, но и на телефонах скоро, я думаю, пропадут от нас тоже разъем 3,5 под наушники. Третья функция, ребят, это индикатор событий. Все вы знаете, что в уголку здесь вот красивый горит, да, он во многих телефонах и до сих пор горит, но он уходит, ребят. Такие телефоны новые, как уже Xiaomi Mi Note 10 Pro, Realme 6 Pro, Samsung Galaxy 20 и 20 Ultra, Huawei P30, на них уже нет индикаторов событий никаких. Тут двояк. Во-первых, раньше индикатор событий делали всегда вверху, дисплей был не до конца, да, а сейчас дисплей уже до конца. И опять же, вам же дают выбрать часики, фитнес-трекеры. Так вот, если будет у вас индикатор событий, вы не увидите об этом, что у вас какое-то событие произошло, вернее, увидите на телефоне, а так вы посмотрите на часы, соответственно, есть выгода лишнее купить эти фитнес-часы и фитнес-трекеры. Опять же, это опять плюс к тому, что скоро индикаторы событий уйдут. Да, на смену им приходит такая функция, как Always On Display. Она хорошая. Она, может быть, и будет помочь, но она пока в такой еще сырой разработке, что ее вставляют в телефонах, но когда она выйдет, никто этого не знает. Четвертая уходящая функция, как мне кажется, это металлические корпуса, ребят. Раньше, вспомните, было же много телефонов, это было стильно, когда корпус был металлический, это вообще тема. А что сейчас, ребят? Сейчас корпус делается либо пластик дешевый, либо это стеклянные, сейчас новые такие, да, популярные, из закаленного стекла их делают. Это не только дешевизна какая-то, нет, это может быть даже дороже, но это дань моды беспроводной зарядки. Вы понимаете, потому что через металл беспроводная зарядка очень плохо функционирует, а через остальные виды, так скажем, защиты или виды корпуса она очень хорошо работает. Поэтому беспроводной заряд будет развиваться, соответственно, металлический корпус опять же будет уходить. Пункт номер 5, ребят, сим-карты. Посмотрите, какие сим-карты мы начинали, когда это было просто сим-карта. Потом долгое время была микро-сим-карта. Потом стала нано-сим-карта. А теперь eSIM. Уже Тинькофф Мобайл на базе Теле2 развивает спокойно eSIM. И у нас в России это все можно подключить, поэтому пройдет, поверьте, не так много времени. Сим-карты тоже уйдут из нашей жизни, уступив свое место eSIM. Она и по размеру меньше, и не надо физически ничего выпускать. Это обычный блок, модуль в вашем телефоне, и все. Шестая, ребят, это технология 3D Touch. Вспомните, раньше было такое, да, на айфонах она очень популярна была. То есть, если вы просто нажмете на экран, будет какая-то одна функция. Если зажмете посильнее, надавите,
то будет другая функция, выберется еще контекстное меню какое-нибудь, то есть степень надавливания очень сильно влияла на ту функцию, которую вы выберете. Однако почему-то не прижилась данная функция, я думаю, уже не приживется, во всяком случае, в том виде, которым есть, и тоже потихонечку данное событие канет в лету. Диагональ экрана. Вспомните, какие раньше были телефончики. 4 дюйма. Я помню, когда у меня был 4-дюймовый телефон, и мне пришлось его менять, уже в то время 4-дюймовые не выпускали, и мы начали выпускать 5-дюймовые. И я думал, как же я буду ходить с этим 5-дюймовым, 4-удобным, вот он, 4 дюйма, это уже так удобно, все хорошо. Купив 5, я понял, что 5 это круто. Когда закончился 5-й телефон, я менял другой, вот сейчас у меня Asus, да, там 6 дюймов. И уже опять не кажется вроде таким большим, опять это круто. Опять же, скоро буду брать Xiaomi Mi 9 Pro, который, а там 6,57 экран. И это все, меньше телефоны уже не станут, ребят, поэтому порой маленькие диагонали, это тоже немножко наше прошлое. Еще FM-радио. Вспомните, раньше в каждом телефоне был FM-радио. Настройка, 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 настройка. Сейчас, к сожалению, где оно? Нету его, да. Есть, конечно, но уже разработчики сами говорят, что это невыгодно, потому что есть подкасты на ютубах, есть Яндекс.Музыка, есть стримы, всякие сервисы, которые музыку дают, и радио как бы уже никто его не воспроизводит. Еще, это, конечно же, не канувший в лето, но вспомните раньше, как у нас было, да, у нас были с вами раскладушки, у нас с вами были слайдеры, у нас с вами что-то еще там было, сейчас не помню уже, какие-то еще различные модели телефона. Сейчас все, одна стандартная модель, вот пришли они к стандарту к своему, да, так скажем, вот этот вот с ладонь аппарат, и все, то есть нету вариативности какой-то, то есть все у нас вроде бы с одной стороны разнообразие, да, много функций нужно в разных фирмах, но корпус, стиль уже смартфон сформировался, и он всегда в одном и том же формате. Вот такие мысли, ребят, почему-то пришли, решил с вами с ними поделиться, рассказать, как, что, не знаю. Первый раз я вот такой сделал разговорный какой-то обзор чего-то своих мыслей. Понравится, не понравится, напишите в комментариях, это очень важно на самом деле. Будем думать, что делать дальше. На сим прощаюсь, ребят, всех благ вам, удачи, пока-пока.